Хола, дамас и кабальерос! Всем привет! С вами Дистилеша. Сегодня я хочу поговорить не о зерновых и даже не о фруктовых дистиллятах. Я хочу поговорить о растительном дистилляте под названием мескаль из далекой Мексики. Надо сказать, что мескаль делается из агавы. Агава – большое мясистое растение, которое очень похоже на алоэ. Однако это не алоэ. Это даже разные семейства. Алоэ из семейства асфоделовых, мескаль из семейства спаржевых. Нужно сказать, что в Мексике распространены не только дистилляты из агавы, но и дистилляты из других растений. Например, растение под названием ложка пустыни, которое, в принципе, из того же семейства, что и агава, но это все же другое растение. Сортов агавы в Мексике и в соседних странах насчитывается более 300 единиц. Однако для производства мескаля используется около 60. Карл Линней дал имя агаве. Агава в переводе с греческого означает благородный. Почему я выбрал мескаль, а не текилу? Текила – это скорее подкласс мескалей. То есть мескаль – это прародитель текилы. По сути дела, текила – это мескаль, а мескаль это не текила, как-то так. Основные отличия текила от мескаля это то, что текила производится в одном штате в Мексике, штат Халиско. Производится из одного вида агавы, голубая агава. В состав текилы не обязательно могут входить спирты исключительно из агавы. До 49% в дистилляте это могут быть спирты из сахаров другого сырья, например, сахарный тростник или кукуруза. А мескаль тем временем должен содержать 100% дистиллята агавы. В 2003 году были приняты правила Consejo Regulador del Mezcal, которые регулировали производство мескаля. И в 2017 году эти правила были дополнены и закреплены окончательно. Мескаль производится в 9 из 31 штата в Мексике. Основной штат производства это штат Оахака. Мескальная столица это Сантьяго-Мататлан. Официальная же столица в штате Оахака это Оахака-де-Хуарес. Производство. Все начинается со сбора агавы. Агава обрезаются ее листья, оставляется большой мясистый такой вот шар, который называется пинья, он похож на ананас. Агава вызревает несколько лет, минимум 5 лет должна вызреть агава, чтобы ее можно было собрать и изготовить из нее мескаль. Все пиньи собираются, привозятся в одно место, где они запекаются в специальной печи. Это большая вырытая яма, обложенная камнями. Камни раскаляются, в этой яме разводится огонь, после чего туда выкладываются пиньи, сверху чем-то можно накрывать, можно не накрывать, сверху поджигать, можно не поджигать. В общем, эти пиньи запекаются. Могут запекаться несколько дней, после чего извлекаются. Запечение производится для того, чтобы повысить максимально сахаристость, содержание сахаров в этих пиньях. Запекание приводит к некоторой ферментации. Это процесс, по сути дела, похожий на процесс в винокурении виски, то же самое затирание. Ну и помимо прочего, пиньи размягчаются, их удобнее после этого обрабатывать. Далее пиньи едут в тауну. Это такое большое каменное колесо, которое тащит ослик, лошадь или пака, для того, чтобы размягчить, перемолоть эти пиньи, получить из них сок и жмых. Далее жмых и сок от пиньи идет на ферментацию. Ферментация может происходить как с искусственными дрожжами, так и с дикими. Ферментация может длиться до 2 недель. Срок зависит от как раз таки от того, какие дрожжи используются. После чего получается некое подобие пива, которое называется пульке, крепостью 2,8 градусов. До этого места, в этих местах, все происходило именно так. И местные жители, аборигены употребляли исключительно пульки. До коля дело не доходило, при этом пульки могли употреблять только привилегированные сословия, это шаманы, знать, аристократия. Но в 16 веке все поменялось, когда португальцы и испанцы привезли с собой, колонизировав Мексику, заодно и аламбики, которые как раз таки использовались для дистилляции этого пульки. И пришли к тому, что мы имеем сегодня на столе, на моем столе. Надеюсь, на вашем тоже.
Но археологи с этим не согласны, якобы находили и находят следы того, что дистилляция практиковалась и до прихода испанцев. Дистилляция проводится по-разному, единожды, дважды, трижды. Для дистилляции используют 4 вида процессов. Один – это филиппинский горн, который я сейчас вам показываю на экране. Второй, более традиционный и более классический, это традиционный аламбик. Третий – это перегонная колонна. И четвертый способ – это комбинированные варианты, то есть колонна плюс аламбик, аламбик плюс горн и так далее. Классический способ перегонки в аламбике ничем не отличается от тех способов, о которых я рассказывал в прочих своих выпусках предыдущих, посмотрите обязательно. Единственное, что этот аламбик похож на вот эту бутылку мескаля Ла Эскондида, и он обкладывается со всех сторон кладкой, кирпичной кладкой, как печь. Сверху остается только шлем, то есть основное тело куба, шлем, лебединая шея и конденсор змеевик. Хамуха. Итак, перед нами два вида мескаля. Перед нами мескаль Зигнум от винокурни Каса Альмандо Гильермо Предо. Это выдержанный мескаль. Выдерживался он 18 месяцев в девственных дубовых бочках из французского дуба, Кверкес Петрая, 38% крепости, бутылка 0,7. Второй мескаль — это мескаль Гранд Мескаль, производство Гранд Мескаль, а мескаль Ла Эскондида. Вот такая вот бутылка красивая, похожа по форме на аламбик, как я говорил. Вот бутылка мескаля Зигнум. Зигнум я приобрел в Санкт-Петербурге в магазине Wine Shopper за 5900 рублей. Гранд Мескаль. Еще раз покажу бутылочку. Это не выдержанный мескаль, так называемый белый мескаль. Купил я его за 3900 со скидкой в магазине Декантер в Москве. Здесь у нас крепость 40 градусов. И тот, и другой мескаль производится в штате Оахака, той самой столице мескальной в Мексике. 100% агавовый дистиллят. Указание оригинальности места производства. Давайте нальем. 40 градусов, 40% алкоголя по объему. Вот что мне не понравилось в этой бутылке, то что она очень плохо закрывается. Но она очень красивая. Вот такие вот два мескаля. Один выдержанный, другой нет. Всего есть 4 типа выдержки мескаля. Первый — это, как вы догадались, белый мескаль, невыдержанный. Второй способ — это выдержка в стекле. Третий способ — отдохнувший мескаль, выдерживается в уже отработанных бочках или в новых бочках, но совсем не длительное время. И четвертый вид — это у нас выдержанный мескаль, который называется мескаль Аньехо. Выдерживается в новых дубовых бочках. Найти перегонные кубы и той, и другой винокурни мне не удалось. Если хотя бы Каса Армандо Гильермо Предо имеет определенную локацию и похоже на производство, то Гранд Мескаль я вообще не нашел никаких локаций, так скажем. Здесь даже на бутылке указан швейцарский адрес. Я подозреваю, что производитель просто собирает спирты у местных производителей и купажирует их. Вот такой замечательный напиток. Но, забегая вперед, скажу, спирты и напиток просто перфетто. Итак, приступим. Зигнум Аньехо. Аромат травянистый. Имеется в виду травянистость не цветочная, а скорее это осока или водоросли, помидорки, немного груши, яркие тона солодовые, перловая каша. Подышав, раскрывается прополис. Даже в аромате чувствуется тонинность. Вкус властвует и повелевает здесь прополис.
Сладость где-то 5 из 10. Сладость больше фруктовая. Также есть грушево-медовые тона, древесная горечь, сложная и приятная тонинность. Давайте еще глоточек. Некоторая маслянистость. Дышавшись, этот мескаль превращается в полностью горький и, по сути дела, противный прополис. Еще по вкусовым характеристикам ностальгически припомнились травяные бальзамы и битеры по типу Бугульма, Агидель, Рига, Горный Алтай и тому подобное. Послевкусие слабо выражено, видимо, в связи с небольшим сроком выдержки. Мешает спиртозная кислинка, но в послевкусии есть тонинность, что не может не радовать. Оценку я поставил этому мескалю 73 балла. Прополис. Лично мне он не понравился. Что делать с этим мескалем, я не знаю. К тому же он еще и довольно дорогой. Гранд Мескаль Ла Эскондида, импортер Ладога. Давайте приступим к ароматике. Травянистый, текильный, лайм, соль. Травянистость именно, видимо, из разряда как раз-таки агавовой, такая суккулентная, мясистая трава чувствуется в аромате. Растительно-душистый, очень приятный, легкая дымность или, можно сказать, это травянистая копченость скорее. Вкус текильный, лайм, соль. Похож на текилу, похож, но может быть немного грубее. Лайм, соль, кислинка помидора, очень яркая, интересная копченость. Даже у меня какие-то воспоминания о Байле возникли. Кстати, ролик про Акулылу посмотрите обязательно тоже. Воспоминания о Байле возникли, несомненно. То есть здесь присутствует, так скажем, дистиллят из пинии, которые явно коптились и сушились в печах, наверняка на приличной максимальной дымности. Томаты. Сладость где-то такая же, 5 из 10, может быть 6 из 10. Травянистая маслянистость. Кислотность, точнее кислинка такая, как, знаете, когда вот вы батарейку лизали, если в детстве, вот что-то типа такого. Послевкусие та же кислинка. И есть сладковато-горелые ноты вот этой травянистой дымности. Оценку я здесь ставлю не выдержанному дистилляту. Это 30-бальная шкала. Великолепный дистиллят, 27 из 30. Очень понравилось, вкус очень интересный. По сравнению с Зигнумом и цена дешевле, и вкус интереснее. По крайней мере, мне, как европейскому человеку, этот дистиллят более понятен. Видимо, это работа на глобальный рынок. Тогда как мескаль Зигнум мне показался странным и противным на вкус. Как и с чем пьют мескаль? Традиционно мескаль пьют из специальных глиняных чашечек, капит, как называют их мексиканцы. Само же название этих чашечек Васо де Хикара. На закуску, как правило, используют дольку апельсина, которую посыпают солью сал де гусана. Сал де гусана – это смесь каменной соли, перца чили и сушеных личинок гусана. Личинки гусана и гусеницы гусана – это такие противные твари, которые едят агаву, могут попадаться как в корнях агавы, так и в листьях, так и в теле. Один производитель сал де гусана, Мартинес, сказал, что разве же это не великолепно, когда ты пьешь напиток из растения, а закусываешь тем, что ест это растение. Вот сказала, а лучше ты не скажешь. В варианте с текилой используется запивка сангрита. В принципе, и в варианте с мескалем ее тоже можно использовать. Также можно использовать мескаль, как и текилу, для приготовления коктейля «Кровавая Мэри». К закускам рекомендуется блюдо острой мексиканской кухни, например, гуакамоле. При подготовке к этому ролику я 4 раза пересмотрел 3-часовую презентацию Гриши Шаламова, и ссылка на нее в описании. Посмотрите, очень интересно, много подробностей. Если вы вдруг узнаете, что в вашем городе проходит подобная агавовая дегустация от Гриши Шаламова, он же Игорь,
Обязательно сходите, получите массу незабываемых впечатлений, тонны интересной и полезной информации от гениального рассказчика. И эти дегустации действительно проводятся, следите за анонсами в ваших городах. Итак, заглядывайте в наш магазин товаров и аксессуаров для любителей, ценителей, коллекционеров крепкого алкоголя. Ссылка на магазин в описании, ссылка на магазин вот здесь вот. И давайте традиционно небольшой тост напоследок. Итак, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока!